Добрый день! Сегодня мы разберем грамматику 14 урока Минна но Нихонго. Итак, первая тема– спряжение глаголов. Несмотря на то, что звучит довольно страшно, само понятие спряжения глаголов, давайте сначала проведем небольшую аналогию с русским языком. Допустим, есть такое слово глагол «ехать». В русском языке мы можем его изменять, сказать, допустим, приехал, едет, заехал, не доехал, не приедет и так далее. Суть всегда сводится к тому, что основа глагола ехать остается неизменной, и она несет основной смысл самого слова. В японском языке, если обратите внимание, то глаголы имеют первую часть, написанную иероглифом. После идет изменение окончаний, и в зависимости от того, в каких ситуациях вы используете глагол в повседневной жизни или же в вежливом формате, строите ли вы конструкции с этим глаголом, окончания всегда изменяются. Но для того, чтобы немного систематизировать само различие возможности изменять окончания глаголов, как бы трансформировать сами глаголы, было решено поделить их на 3 основные группы. Давайте сначала взглянем на примеры таких глаголов, как читать йомимас, работать хатаракимас и спешить исогимас. Вы уже обратили внимание, что первая часть идет иероглифом. За ним идет слог из ряда и, то есть йомимас, хатаракимас, исогимас и заканчивается вежливой связкой или вежливым окончанием мас-формой. И именно эта особенность, то, что после иероглифа следующий слог имеет определенное отношение к рядам, позволяет нам условно делить глаголы на 3 группы. Так, к первой группе относятся все глаголы, у которых перед мас-формой слог или буква относится к ряду «и». Например, каймас – покупать, ханашимас – говорить или ясумимас – отдыхать. Ко второй группе глаголов относятся все глаголы, у которых перед мас-формой слог или буква будут читаться из ряда «э». Это, например, табемас, есть мисемас, показывать. Но и еще относятся некоторые глаголы, как бы исключения, такие как мимас, смотреть, имас, иметь или находиться. К третьей группе глаголов относятся всего 2 глагола. Они являются неправильными, поскольку могут трансформироваться кардинально. И это глагол делать шимас и приходить кимас, а также все глаголы, которые образуются путем присоединения существительного плюс шимас, такие как бенкё шимас, учиться или заниматься, например, копи шимас. Где же, собственно, искать эти ряды? Если обратите внимание, вернее, если вернетесь в начало вашей книги, там, где вы изучали алфавит, то вы обратите внимание, что у вас есть таблица, а в ней есть строки. Строка А, строка К, строка СА, ТА, НА и так далее. А вот ряды идут А, И, У, О. И вот именно все те слоги, которые относятся к целому ряду «и», а именно «ки», «щи», «чи», «ни», «хи», «ми», «джи» и так далее, они и указывают на то, к какой группе будет относиться ваш глагол.
Это во-первых. Второе. В первой части именно на Нихонго, к счастью, вам сложили все группы глаголов, которые выписаны в конце вашей книги. Поэтому, если вы туда заглянете, то посмотрите весь тот список всех глаголов, которые вы изучаете по мере изучения словарного запаса и грамматики Минна но Нихонго. Это как бы помогает вам более легче запоминать, какой глагол к какой группе относится. Почему это важно? Важно запомнить и разбираться, к какой группе относится глагол, потому что неизменная часть, написанная в виде иероглифа, вам даст понятие, о чем, собственно, будет глагол, его смысл. А вот позволять его трансформировать будет позволять вам именно определение группы. Так как группы или же слоги, которые идут после неизменных частей глаголов, такие как и, чи, ри и так далее, они позволяют образовывать большое количество различных форм. И именно одну из них мы сегодня выучим, а именно Т-форма. Т-форма – это глагольная форма. Она оканчивается либо на Т или же Д. Как же ее образовывать? У нее есть два способа образования. Одна идет от масс-формы, как вежливой формы, а вторая от словарной. И сегодня мы разберем и те, и те. Итак, как нам образовывать Т-форму из первой группы? Во-первых, у глаголов масс-формах, у которых окончание идет на звуки и, чи, ри, эти звуки мы отсекаем масс-форму и добавляем маленькую цу плюс т. Например, ждать. Мачимас. Мы отсекаем чи, заменяем его на т и убираем масс-форму. У нас получается ма-т. Или возвращаться. Каэримас. Масс-форму мы отсекли, а ряд или слог ри заменяем на т. Маленькая цу плюс т. Как бы удлиняя, идет удвоение буквы слога т. Получается каэт. Или же покупать каэмас. Отсекаем масс-форму, заменяем и на т. Получается кат. Покупать. Каймас изменяется в кат. Следующее. У глаголов, масс-форма которых оканчивается на ми, би, ни, у этих масс-форма отсекается, а слоги ми, би, ни заменяется на н, д. Получается вместо номимас нон, д. Вместо звать йобимас йон, д. Масс-форма отсеклась, би заменилась на н, д, получилось йон, д. Или умереть, шинимас, заменяется на шинде. Следующее. У глаголов, у которых масс-форма оканчивается на ки или ги, у этих звуки также отсекаются и добавляется ий, т или же ий, д. Например, писать какимас. Ки заменяется на ий, т, произносится как кай-те. Масс-форма отсекается. Или же спешить. Исогимас. Ги заменяется на ий, д и произносится как исой, д. И глагол ехать или идти, икимас, он изменяется несколько иначе. В нем идет трансформация, остается только глагольная форма и, а кимас идет как маленькая цу плюс т и образуется т-форма в виде и т.
То есть икимас и те. И у глаголов мас, форма которых заканчивается на ши, они имеют более проще, там мас, форма отсекается и добавляется просто те. Получается, например, рассказывать ханашимас будет как ханашите. У глаголов второй группы образование Т-формы немного проще происходит. Там просто мас-форма заменяется на Т. Так, например, чтобы сказать «кушать табемас», мы мас-форму заменяем на Т, у нас образуется табете. Чтобы, допустим, сказать «остановить», томемас, мы мас-форму отсекаем, образуется томете. То есть остановить, томете. Или показывать мисемас, мы заменяем его на мисете. Или глагол, допустим, видеть, мимас. Мы мас-форму отсекли, добавили те. Окончание у нас образуется мите. Третья группа глаголов изменяется по тому же принципу. То есть мы мас-форму отсекаем и заменяем ее на те. Итак, приходить глагол кимас, мы мас-форму отсекли, добавили те, у нас образовалось ките. Или же делать шимас, мы мас-форму отсекли, добавили те, у нас образовалось шите. Например, также глагол учиться бенкё шимас меняется на бенкё шите. Или делать копии копи шимас изменяется на копишите. Итак, мы разобрали, как образовывать Т-форму из глаголов мас-формы. Но у нас есть еще и словарная группа. Как нам с ней определиться? Давайте посмотрим на следующую таблицу. У нас есть глагол, допустим, покупать, каймас. И мы мас-форму, когда образовывали словарную форму, заменяли на ряд у, и у нас образовывалась словарная форма кау. Или, например, держать, мочимас, где мы мас-форму заменяли на цу, и у нас образовывалось, когда менялся ряд и, на ряд у, моцу. Или когда мы разбирали, как каэримас трансформировать в словарную форму каэру. И как вы обратили внимание, то все словарные окончания на цу, у и ру, они заменяются на маленькую цу и т. Таким образом образовывает т-форму. То есть кау, катте становится. Держать моцу становится мотте. Возвращаться к аэру заменяется на т. Ру отсекается, вместо нее ставится маленькая цу плюс т. Каэте. Или же, допустим, следующие такие глаголы, как номимас, или же шинимас, или же йобимас. Они в словарной форме образуют такие глаголы, как пить, номима становится ному, умереть, шинима становится шину, звать, йобима становится йобу. И окончания му, ну и бу, они отсекаются, а вместо них ставится н, д. То есть ному становится нон-де, пить. Умереть шину становится шинде. Или же звать йобу заменяется на йонде. Тоже относится и к глаголам таким как кикимас слушать, писать какимас, которых окончание в словарной форме становится в виде ку. В том случае мы ку заменяем на ий-те. Получается, вместо кикимас слушать мы в словарной форме произносим ки-ку, и
Отсекая ку, заменяем на и, т, у нас образуется ки-т. Или же писать ку заменяется ку, отсекается окончание, заменяется на и, т, и кай-т. Или же, допустим, следующее. Спешить, торопиться. В словарной форме оно произносится как исогу. Гу мы отсекаем, заменяем на и, д, и у нас образуется исоиде. Или же, допустим, кащимас, который давать в долг кому-то, в словарной форме изменен на касу. И мы в том случае су отсекаем, заменяем на щите, то есть каште. И, допустим, идти, икимас. В словарной форме произносится как ику. Ку мы отсекаем, но поскольку этот глагол особенный, он изменяется и становится ите. То есть икимас, ику или же ите. Маленькое цу плюс т. Вторая группа глаголов в словарной форме, как вы уже помните, она заканчивается на ру, где из табемас, глагол кушать в мас-форме, мы изменяли их на ру-форму, добавляя вместо мас обычную ру, слог ру, и у нас образовался таберу. Так вот, чтобы из второй группы глаголов нам образовать т-форму, нам нужно просто окончание ру заменить на т. Получается, таберу становится табете, кушать. Открывать акеру заменяется на акете. Или же закрывать шимеру заменяется на шимете. Мру отсекли, заменили на т. Или же, допустим, включать или зажигать, допустим, свет, да? Цукеру мы отсекли, заменили на т. Образовалось цукете. Или же миру смотреть или видеть заменяется на мите. Или одолжить кариру заменяется на карите. Или глагол имас, который трансформирован в словарной форме на иру, мы заменяем на ите. Ру отсекли, вместо нее добавили слог т. Тоже касается, когда мы говорим, допустим, ложить или класть укимас, заменив на укиру, и ру отсекли, добавили т. Образуется т-форма оките. У глаголов третьей группы в масс-форме, допустим, глагол делать. Когда мы его трансформировали в словарную форму, то произносилось как суру, но образовывая т-форму, идет опять изменение. У нас возвращается щи плюс т, образуется щите. Когда мы, допустим, строим глагол учиться бенкё шимас в словарной форме, его мы изменяли на бенкё суру. И когда мы хотим построить в т-форме, мы суру заменяем на щите. Получается бенкё щите. Тоже касается и глагола кимас приходить, который в словарной форме произносится как куру. Ру отсекли, заменили на т. Образуется ки-т. Итак, давайте подведем итог. В японском языке существует 3 группы глаголов. В первой группе относятся всех, у которых перед мас-формой стоят слоги из ряда «и». Ко второй в основном относятся это те, которых слог перед мас-формой стоит из ряда и некоторые из ряда «и», которые, например, мимас, относятся все равно к второй группе. Их немного, но заучить их можно и нужно. И к третьей группе глаголов, или же третьей группе спряжения глаголов относятся всего 2 глагола. Это делать шимас и глагол кимас приходить. Следующая т-форма. Т-форма может образовываться 2 способами. Первое зависит от
того, используете вы глаголы для образования из масс-формы, а вторая — это образование из словарной формы глаголов. В масс-форме, если вы используете трансформацию, то в первой группе глаголов или же глаголов первого спряжения вы должны запомнить, что такие слоги, как и, чи, ри, они заменяются на маленькую цу плюс т. Например, ждать, мачи, мас заменяется на мате. Мас форма отсекается, а слог и, чи, ри идет в замене как маленькая цу и т. Следующие ми, би, ни слоги перед масс-формой, они заменяются на нде. То есть нонде, шинде и так далее. Слоги ки и ги заменяются на и, т или же и, д. Так, например, какимас писать заменяется на кайте. Или же спешить. Исогимас заменяется на исоиде. И слог перед масс-формой ши заменяется на масс-форма отсекается и добавляется просто т. По принципу того, как образуется во второй группе спряжения глаголов т-форма. Вторая группа спряжения глаголов от масс-формы идет образование довольно просто. Там масс-форма отсекается, заменяется на т. Так, табимас становится тбт. Показывать мимас становится мите. Третья группа глаголов, она имеет тот же принцип, что и образование т-формы во второй группе спряжения. Там окончание мас заменяется на т. Так, кимас становится ките, а шимас становится шите. Учиться бенкёшимас становится бенкёшите или бенкёште. Это то, что касается образования форм от масс-формы. Т-форма от словарной формы имеет тоже особенности в запоминании. Так, окончание глаголов на у, цу, ру заменяется на маленькую цу плюс т. Например, кау покупать заменяется на кт. Или же окончание на му, ну, бу, они заменяются на нде. Например, пить номимас в словарной форме ному становится в т-форме нонде. А окончание в словарной форме на ку заменяется на и, т. Например, ки-ку или же слушать кикимас, ки-ку в словарной форме заменилось на ки-т. Торопиться и согу заменилось на и-д. Или же давать кому-то в долг кашимас. Здесь су-форма, су окончание заменяется на щите, становится каште. И глагол икимас, здесь окончание ку заменяется на маленькую цу плюс т. И т образуется вместо ику. Вторая группа спряжения в словарной форме идет проще. Здесь окончание ру заменяется на т. Например, таберу становится табт, а киру заменяется на акт. В третьей группе глаголов щимас, который был в вежливой форме, а в словарно произносился как суру, заменяется на щите. Это нужно заучить. А приходить куру заменяется на ките. Итак, с группами глаголов и образования т-формы мы разобрались. Следующая тема. Итак, мы поморочили голову с образованием т-формы. Но где ее можно использовать? Давайте рассмотрим сегодня еще одну конструкцию, которая позволяет нам при помощи т-формы и глагола кудасару или же кудасай образовывать
просьбу в вежливой форме, или же совет, или же инструкцию. Итак, Т-форма плюс кудасай. На русский язык она переводится как «сделайте, пожалуйста, что-либо». Где мы можем ее использовать? Мы можем ее использовать тогда, когда мы высказываем какую-либо просьбу. Например, «подождите немного, пожалуйста». «Чотто матте кудасай». Или же, например, когда мы задаем какую-то инструкцию для действий. Например, «пожалуйста, напишите здесь свое имя». «Коко ни намаэ о кайте кудасай». Или же, допустим, когда мы приглашаем или же предложение делаем какое-либо, например, «пожалуйста, обязательно заходите ко мне домой». «Дзейхи ваташи но ие ни китте кудасай». «Дзейхи ваташи но ие ни китте кудасай». Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, «отдохните, пожалуйста», самая распространенная фраза. «Ясунде кудасай» или «садитесь, пожалуйста», «суватте кудасай». Или, например, «окно откройте, пожалуйста», когда мы просим какого-то человека сделать нам помощь, да? «Мадо о акете кудасай». Или, например, «мама, завтра в 8 утра разбудите меня, пожалуйста». Допустим, «мама», на русский вариант можно также произносить «Ашта но аса хачиджи ни оките кудасай». Или можно сказать «Хахава ашта но аса хачиджи ни оките кудасай». Несмотря на то, что в конструкции глагол в Т-форме плюс кудасай, окончание кудасай, пожалуйста, как бы является вежливым, но все же сама форма, она прежде всего является повелительной. И ее уместно использовать в разговоре, допустим, с друзьями, с коллегами, или когда вы даете указания, например, как учитель ученику, или как работник своему коллеге там, по работе. Но в общении с вышестоящими лицами, например, либо перед вами начальник, либо ваш клиент, то лучше использовать еще более вежливые формы, такие как «кудасай масенка», то есть «не могли бы вы». Вы используете глагол в Т-форме плюс «кудасай масенка». Например, как в прошлом мы учили, да? «Садитесь, пожалуйста». Мы могли сказать «суватте кудасай» или же «суватте кудасай масенка». Не могли бы вы присесть? Отрицательной формой ее является, когда мы просим, чтобы не делать чего-то, мы используем форму «найде кудасай». Но ее мы будем изучать в других уроках. Однако примером могу, например, сказать «пожалуйста, не забудьте», да? «Васуренайде кудасай». Следующая тема Т-форма плюс имас. Мы уже учили о том, что мы можем как бы в настоящем времени использовать глаголы, например, табемас. Мы можем использовать в прошлом времени табемашта. Но даже если скажем, допустим, завтра табемас, завтра покушаю, мы указываем время, например, ашта, и указываем глагол. И здесь мы как бы понимаем, что у нас действие происходит в настоящем, либо в будущем, либо в прошлом времени. Но мы до сих пор не разбирали то, как нам говорить о том, что есть какое-то действие именно в данный момент. В русском языке мы бы сказали, что прямо сейчас что-то делаю. В английском варианте это было бы present continuous. И как это образуется? В данном случае мы Т-форму глагола, к ней присоединяем глагол «имас». Так мы можем образовывать, например, каким мас писать. В Т-форме будет кайте. Мы добавляем окончание глагола «имас», и у нас образуется кайте имас. Имеется в виду «пишу сейчас». Или же табете или Т-форме плюс имас образуется табете имас, то есть в данный момент я ем.
Или же, допустим, делать шимас. Добавляем мы в Т форме имас, у нас образуется штеймас. Или пришел, или нахожусь здесь сейчас. Кимас. Мы форму заменяем на Т. У нас образуется ки-Т плюс имас. Мы образовываем китеймас. Китеймас. Итак, мы немного разобрались то, как в вежливом формате нам образовывать настоящее длительное время. В разговорной речи обычно имас заменяется на иру, и когда вы присоединяете его к Т-форме, он часто может сам звук и выпадать. Например, йондеимас становится йондеру, то есть читаю сейчас, или же щитеймас знаю, да, от глагола щиримас мы изменяем, и если в словарной форме, то будет произноситься как щитеру, то есть знаю. Смысл один и тот же, разница в том, что в имас форме это вежливый формат, а ру идет уже как бы обычный повседневный разговорный стиль. Ну давайте рассмотрим несколько примеров в вежливом форме в настоящем времени, как нам говорить, что что-то происходит в данный момент. В этом случае нам часто помогают такие указательные слова, как, допустим, сейчас, има. В русском языке мы довольно часто используем это слово, когда строим предложение. Например, я сейчас слушаю музыку. Има ваташи ва онгаку о киите имас. Или, например, я сейчас с Марией разговариваю. Ваташи ва Мария то ханашите имас. Ваташи ва Мария то ханашите имас. Или Мария сейчас ужин готовит. Или просто Мария ужин готовит. Има Мария ва бангохано цукуте имас. Цукуте имас. Или я по телевизору новости смотрю. Ваташи ва терибиде ньюсу о мите имас. Ваташи ва терибиде ньюсу о мите имас. В настоящем времени мы уже разобрали, что можем говорить в утвердительные предложения, когда мы говорим, что я сейчас что-то делаю. Но Т-форма плюс имас может и произноситься и в отрицательном формате. Так мы имас заменяем на имасен, подразумевая, что в данный момент мы что-то не делаем. Например, я не читаю сейчас, да, йонде имасен, или я не ем сейчас, как бы табете имасен, то есть в данный момент я не ем. Или же, например, обычно люди говорят, допустим, я не знаю. В отрицательной форме произносилось бы как щите имасен, то есть знаю щите имас, а не знаю щите имасен. И очень часто идет небольшая трансформация именно этой конструкции, и она произносится как щиримасен, но также распространена. Итак, давайте подведем итог. Ситуация, когда мы в настоящем времени используем описание какого-либо текущего состояния либо действия, то есть, например, какой-то процесс происходит в данный момент, например, я сейчас ем, да, табете имас, мы используем конструкцию Т форма плюс имас. Мы можем также использовать и отрицательную форму, сказав, что, например, я сейчас не ем, табете имасен, заменив имас на имасен. Но в следующих уроках мы будем постепенно изучать не только именно это место приложения, а именно настоящее время, так как форма «те» и «мас» может изменяться и в прошлом времени. Но в том контексте она будет нести уже скорее описание продолжительного действия в прошлом или же состояния, которое, допустим, закончилось. Есть еще один момент. Ситуация, когда вас спрашивают, например,
что ты делаешь? Наниуш маска. То есть подразумевая, что вы делаете именно в этот момент. То и предложение вы ответ должны строить в Т-форме плюс и мас. Например, слушаю музыку. Онгаку о киите имас. Итак, следующая тема. Глагол в мас-форме плюс мащока. На русский язык она переводится как «давайте я вам помогу» или «могу ли я вам помочь». Где ее используют? Ее используют тогда, когда вы предлагаете помощь либо услугу. Например, когда говорящий хочет что-то сделать для собеседника. Например, «Нимоцу о мачимащоука» не понести ваши вещи или «давайте я понесу ваши вещи». Или же когда вы предлагаете совместное действие, проявляя при этом инициативу. Давайте немного отдохнем. Чё-то я сумимощёка. Мы можем сделать вывод, что основными два значениями являются первое – это предложение помощи «давайте я» или же какого-то совместного действия предложения «давайте-ка что-нибудь сделаем». Эта форма образуется путем отсоединения масс-формы от глагола и добавления к ней окончания «мащока». Так мы, допустим, глагол «икимас» заменяем на «ики-мащока», отсоединив масс-форму. Как бы говоря, пойдем, давайте пойдем, «икимащока». Или, допустим, глагол «табемас». Мы масс-форму отсекли, добавили мащока, и образовалась конструкция «табемащока». Поедим или давай-ка поедим. В одних из начальных уроков вы уже изучали конструкцию глагола «мас» в форме плюс «мащё». И у вас может сложиться как бы мнение, что смысл-то один и тот же, зачем там добавлять вопросительное в окончании «к», если говорится о том, что давайте что-то сделаем. Но особенность все же присутствует. Так, когда вы используете глагол в масс-форме плюс «мащё», вы как бы делаете прямое приглашение или призыв без вопросительной интонации. Когда вы учили еще глагол в виде масенко, как более вежливое и мягкое приглашение, то оно вам давало или же вашему собеседнику больше пространства для отказа, как бы говоря, не хотите ли вы, допустим, что-то сделать, а он вам говорит, нет, не хочу. И поэтому, когда вы используете форму или же конструкцию глагола плюс мащока, то здесь как бы идет у вас приглашение с легкой вопросительной интонацией, как бы мне вам помочь или давайте-ка отдохнем-ка. Нужно еще заметить, что когда, допустим, вы услышите подобное предложение или же подобный вопрос, то здесь можно отвечать, например, «Хай, онегаишимас» в случае, когда вы соглашаетесь. Да, пожалуйста. Или же, допустим, если вы хотите вежливо отказаться от предложения помощи, то вы можете сказать кекко дес». Как бы говоря, нет, спасибо, нет, достаточно. Кекко дес. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, давайте я помогу. Тецудаймащока. Или же давайте я понесу ваш багаж. Нимоцуо мочимащока. Вы, например, можете ответить «Да, пожалуйста, хай, онегаишимас» или «Нет, не стоит» или «Недостаточно» и «кекко дес». Или, например, мы можем рассмотреть такие примеры, как «Пошел дождь, да? Мне вызвать такси?» или «Давайте я вызову такси». «Амега фуримаштане, такшио йобимашока?» Или «стало темно», или «небо затянуло». «Мне включить свет?» Или же, допустим, «давайте я включу свет». «Кураку
наримаштане, денки о скемашока. Или, например, сильный ветер, правда? Не закрыть окно? Или же давайте я закрою окно. Казека цуёй десне, мадо о шимемашока. Или, например, стало жарко, мне включить кондиционер? Ацуку наримаштане, эаконо цкемашока. Итак, давайте сделаем итог. Ситуация, когда мы оказываем прямое приглашение или призыв, допустим, «пошли, давайте сделаем», без вопросительной интонации, мы используем глагол в масс-форме плюс «мащё». В ситуациях, когда же мы задаем вопрос «давайте-ка» или «давайте я вам помогу» или «помочь ли вам», в этом случае мы используем глагол в масс-форме, отсекаем масс и заменяя на «мащока». А в ситуациях, когда мы хотим сделать мягкое приглашение, давая человеку возможность отказаться, мы строим предложение, в русском варианте было бы «не хотите ли вы что-то сделать?». При этом мы масс-форму заменяем на «масенко». Да? Итак, следующая тема – погода плюс глагол. В ситуации, когда мы в предложении указываем какое-либо погодное явление, то погоду, либо же это явление мы выделяем частицей «га», после добавляем глагол. Почему частица «ва» не присутствует? Она может присутствовать, но в ситуации, когда мы акцентируем ее, то есть погода, например, дождь, как тему разговора. А вот когда мы являемся спонтанными наблюдателями или же вносим новую информацию, то в той ситуации мы добавляем после существительного частицу «га». Нужно еще заметить, что очень часто, когда мы говорим о погоде, например, дождь идет, снег идет или снег шел, то глагол всегда будет стоять в Т-форме плюс имас. Или же имашта, если мы говорим о прошлом времени. Почему? Потому что чаще воспринимается явление погоды как период длительный, а не как период именно в данный момент. Так, например, мы можем сказать: с утра снег идет. Кэса кара юкига футтеймас. Или же вчера шел дождь. Кино амега футте имашта. Или, например, сейчас дует сильный ветер. Казыга футте имас. Итак, в ситуации, когда мы говорим о том, что идет какой-то осадок, то есть дождь, снег или ветер дует, мы используем Т-форму глагола в длительном периоде. При этом можем использовать его как в данный момент говорить, допустим, футеймас сейчас идет либо дождь, либо ветер дует. Или же мы можем говорить о том, что какое-то длительное время в прошлом был, допустим, снег или дождь, при этом используя глагол футте и машта в прошлом времени от глагола фуремас. Я подобрала вам еще несколько примеров, которые не связаны с глаголом фуремас, но в которых также используется необходимость погодного явления описывать и выделять его частицей «га». Например, появилась радуга. Ниджи га демас. Или бы мы сказали вышла радуга. Ниджи га демас. Или, например, видны звезды. Хоши га миемас. Хоши га миемас. Мы также можем использовать ситуации, когда мы говорим, допустим, о громе. Гром. Каминари. Каминари га наримас. Гремит гром. Или, например, ударила молния. Как нам сказать? Дословно бы переводилось «как упал гром».
и звучало бы как каминарига учимас. Каминарига учимас. Или же, например, когда мы говорим о небе, да? Например, небо проясняется. Сорага харемас. Или же появляются облака. Кумо га демас. Или, например, о тумане. Туман кири. Кирига демас. Опускается туман. Когда мы хотим сказать туман рассеивается, мы демас, то есть опускается, заменяем на глагол харемас, проясняться. И у нас получается кирига харемас. Или, например, выпадает роса. Цуюга фуримас. Мы также в ситуации, когда мы описываем температуру, допустим, или же свет, мы тоже вынуждены выделять частицы га существительные. Так, например, сказать «солнце выходит» хига демас. Или же, допустим, температура поднимается кион, температура кион га агаримас. Или же температура падает кион га сагаримас. Мы также частицы га выделяем различные стихийные бедствия. Например, происходит землетрясение джишин га аримас. Или же джишин га окимас. Или же, например, когда мы говорим, что идет тайфун, да? Тайфунга кимас. Или если бы сказать в настоящем времени или в данный момент приближается тайфун, мы бы сказали тайфуга китеймас. Хочу еще заметить, что в ситуации, когда мы говорим о погоде и хотим внести предложение о том, что оно внезапно началось, например, внезапно пошел дождь, то в том случае мы к глаголу в мас-форме мы отсекаем мас и добавляем глагол хаджим и мас. И оттенок будет предложение того, что что-то началось внезапно. Например, пошел дождь. Амега фури хаджим и машта. Итак, следующая тема сумимасенга. Это конструкция, которая добавляется обычно в начале предложения. На русский язык она произносилась как «извините, но». Собственно, в русском языке мы также часто подобное используем, когда говорим «извините, а где автобусная остановка?» Или, допустим, «извините, дайте мне пройти» или еще что-то в этом роде. Суть ее сводится к тому, что она позволяет нам как бы создать вежливое вступление, чтобы немножко смягчить наше обращение к собеседнику. Когда мы ее используем? Мы используем тогда, когда обычно хотим задать какую-либо просьбу. Например, извините, не могли бы вы передать соль? Сумимасенга, шио, тотте кудасай. Или, например, когда мы хотим задать какой-то вопрос или уточнение, и вначале мы извиняемся, чтобы, например, привлечь внимание нашего незнакомого человека. Например, извините, но сколько сейчас часов? Сумимасенга, има нанджи деsu ka? Или же когда мы хотим вежливо отказать. Например, нам что-то предлагают, а мы хотим отказать, ну или же вынуждены. Например, давай пойдем в субботу в кино, да? Или в кинотеатр. Дуёбини, эйгаканни, икимашока. А вы отвечаете, извините, но в субботу я немного как бы занят. Сумимасенга, дуёбива чотто. Сумимасенга, дуёбива чотто. Как бы извините, и междометие я немного занят. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Извините, но дайте палочки, пожалуйста. Сумимасенга, хашио кудасай. Или же
Извините, но передайте стакан сока. Сумимасен га джусу о иппай итадакимасу ка? Или же, например, сумимасен га джусу о иппай тотте кудасай. Или же, например, извините, но где туалет? Сумимасен га тойре ва доко десу ка? Мы рассмотрели конструкцию сумимасенга, но помимо нее есть еще и шицурей дес га. Мы как-то ее упоминали уже в начальных уроках, но особо в ней не разбирались. На русский язык она бы означала как «извините за беспокойство» или же «извините за мою грубость, но…». По сути, эта конструкция является наиболее вежливой и наиболее официальной фразой. Когда мы ее можем использовать? Мы можем ее использовать в тех случаях, когда мы задаем личный или же нескромный вопрос. Наиболее чаще это касается ситуации, когда мы интересуемся, допустим, именем человека, его возрастом, или, например, спрашиваем о его профессии, или же спрашиваем об адресе у малознакомого человека. Например, простите за нескромность или извините за беспокойство. Как вас зовут? Шицурей десу ка? Онамае ва нан десу ка? Или когда вы, допустим, в чем-то сомневаетесь или переспрашиваете, например, вы думаете, что перед вами какой-то конкретный человек, но вы не уверены. И вы как бы переспрашиваете: прошу прощения, вы господин Танака? Шицурей десу ка? Танака-сан десу ка? Шицурей десу га? Танака-сан десу ка? И третьим моментом, где часто используют эту фразу, когда вы входите, допустим, в чужой кабинет или же в чужой дом. В том случае вы просто произносите «разрешите войти» или же «побеспокою вас», и звучит она как «шицурей шимас». В чем же тогда разница между сумимасен га и шицурей десу ка? Сумимасен га чаще используется в повседневной жизни, когда вы задаете повседневные просьбы, например, такие как «передайте соль», спрашиваете дорогу или кого-то там зовете. По сути, это является универсальное слово «извините». А вот когда вы боитесь нарушить этикет или задать слишком личный вопрос, как бы дистанцируетесь и хотите более формально задать, то вы используете шицурей десу га. Итак, тему на сегодня мы разобрали, но я хочу еще немножко занять вашего времени. А именно я хотела бы с вами разобрать такое словообразование, как глагол плюс ката. Вы уже читали у себя в словаре такие слова, как йомиката, которое переводится либо как чтение, либо же как читать. В русском языке мы часто задаем такие вопросы: как читать что-то там, как пользоваться чем-то там. В японском языке подобные конструкции позволяют образовываться, только присоединяя к глаголу мас в форме плюс ката. При этом мас отсекается и добавляется ката. И переводиться будет как, каким способом что-либо сделать. Так, например, мы можем сказать, допустим, как читать или каким образом читать. Йомиката. Или же как написать. Каки-ката. Или как, допустим, как затянуть. Шиме-ката. От глагола шимемас мы отсоединили мас форму и добавили ката. Или, например, как представить там, допустим, человека или что-то еще. Мисе-ката. И наиболее чаще распространенное, как пользоваться. Скай-ката. От глагола скай мас отсоединили мас форм, добавили ката. Как нам строить конструкции предложений? Зачастую объект
вместо частицы «ва» или вместо частицы «га» или вместо частицы «о» заменяется на частицу «но». После добавляется измененный глагол, а именно, допустим, глагол плюс ката. После добавляется частица «о», и дальше идет наша просьба, собственно, озвученная. Например, как ехать в Токио? Объясните, пожалуйста. Токио маде но икиката о ошиите кудасай. Или как купить билеты? Покажите мне, пожалуйста, или объясните мне, пожалуйста. Чикето но кайката о ошиите кудасай. Есть еще одна особенность с глаголами шимас. Для глаголов третьего спряжения, когда идет сочетание, допустим, бенкё шимас, копи шимас, мы между ними ставим частицу но, после меняем глагол шимас на шиката. Например, бенкё шимас у нас будет произноситься как бенкё но шиката, способ учебы. Или унтен шимас у нас бы произносилось бы как унтен но шиката, как водить машину. Или, допустим, сделать копию, да? Копио шимас или копи шимас мы заменяем на копи но шиката. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, мы можем сказать: вы умело пользуетесь палочками. Охаши но цкайката га джиозу десне. Или, пожалуйста, объясните, как читается иероглиф этот. Коно канджи но йомиката о ошиите кудасай. Или же, например, как использовать способ приготовления, да? Цукуриката, например. Способ приготовления этого блюда простой. この料理の作り方が簡単です。 Или же как добраться, или объясните путь, да? Подскажите, как добраться до станции. Эки но, или же эки но, ики ката о ошиите кудасай. Или же как сказать что-то там, допустим, или какая манера речи. Например, иката, да? Такая манера речи немного грубоватая, или, допустим, такая манера речи немного как бы беспокоит. Соно иката ва чотто шицурей дес. Такая манера речи немного грубовата в переносном смысле. Или же, например, как пользоваться, да, когда мы хотим узнать какую-то инструкцию. Цкайката. Вы знаете, как пользоваться компьютером или же ноутбуком? Пасокон но цкайката о шиттеймаска? Или же как что-либо починить или исправить? Я посмотрю, как починить смартфон. Сумахон но наошиката о ширабемас. Или, например, способ платы или способ оплаты харайката. Как будете платить? Картой или наличными? Харайката ва кадо десу ка? Генкин десу ка? Еще я хотела бы с вами разобрать тему наречия мата, которое переводится опять или снова. Обычно мы используем тогда, когда мы хотим сказать, что какое-то действие снова повторилось. Например, опять пошел дождь. Мы обычно наречие ставим в начале предложения, и дальше идет основная часть предложения. Мата
амега фуримашта. Или, например, давайте снова встретимся. Мата аймашё. Где еще можно использовать? Его можно использовать в устойчивых прощаниях. Например, когда мы хотим сказать «до завтра», «до следующей недели», в том случае наречие мата будет переводиться как «до» в русском варианте. Например, мата ашта – «до завтра» или мата ращу – «до следующей недели» или «до следующего раза» – мата кондо. Мы также можем использовать иногда его в виде союза как также или же а еще. Когда мы добавляем какую-то новую информацию к уже сказанной, например, он врач, также он является писателем. Карева ищедес мата сакадемо аримас. Мы также можем использовать его как в контексте «и снова что-то там сделаете». Для этого мы обычно используем конструкцию мата плюс глагол в Т форме плюс кудасай. Например, при вежливой просьбе «приходите еще» или «обращайтесь снова». Мата китте кудасай. Переводиться будет как «и снова приходите, пожалуйста». Еще я хотела бы с вами рассмотреть такое распространенное японское наречие, как «мо», которое может означать как «уже», и «еще» или «больше не». Оно обычно используется для обозначения завершенности действия к какому-то текущему времени или же необходимости добавить или повторить что-либо. Давайте рассмотрим ситуации, когда мы можем использовать. Например, когда мы используем глагол в прошлой форме и добавляем в начале перед ним наречие «мо», то мы будем говорить о том, что действие завершилось к какому-то текущему времени. Например, уже что-то сделал, уже поел, мо табемашта. Или, например, дождь уже закончился, мо амега ямимашта. Мо амега ямимашта. Дождь уже закончился. Когда мы используем его с количеством, мы имеем как бы смысл еще один или еще немного. Например, пожалуйста, еще один раз. Моичедо онегаешимас. Или, пожалуйста, говорите еще немного помедленнее. Мо скоши юккури ханаште кудасай. Мо скоши юккури ханаште кудасай. Ситуация, когда мы используем в настоящем времени слово мо или наречие мо, мы иногда можем как бы с отрицательной формой глагола иметь иногда контекст как уже не. Например, я уже не молод или я не являюсь молодым. Мо вакаку аримасен или дождь уже не идет. Мо амега футте имасен. То есть уже не образуется путем добавления глагола в отрицательной форме. Или же когда мы, допустим, делаем какое-то восклицание в контексте «ну все» или «послушайте», когда мы выражаем какое-то нетерпение, раздражение или сильную эмоцию. Например, «ну все, я сейчас разозлюсь». «Мо окоримасьё». Итак, следующая тема «атоде». «Атоде» на русский язык переводится как «потом», «после» или же «позже». Это японское наречие, которое используется тогда, когда действие откладывается на неопределенный срок или же происходит вслед за чем-то.
Оно образуется путем присоединения глаголу в прошлом времени плюс АТД. В том случае будет говориться, что первое действие уже завершено, а во второй части предложения будет происходить следующее событие. Если же мы соединяем АТД плюс существительное, то существительное изначально мы выделяем частицей «но», а потом ставим АТД. Или же можем мы АТД ставить в начале предложения, а после добавлять всю фразу. Мы также можем и глагол в словарной форме добавлять «но», «ва» плюс АТД. Давайте рассмотрим несколько примеров. Например, глагол в прошедшем времени плюс АТД. Акцент ставится на том, что после того, как случилось одно, случится или же произошло второе. Например, после того, как поем, я прогуляюсь. Гоха но табета атоде санпо шимасу. Здесь акцент ведется на том, что после того, как поем, табета атоде, а уже дальше будет идти следующее действие. При этом первая часть как бы идет в прошлом времени, хотя она еще не случилась, а вторая случится, но только после того, как произойдет первая, а именно табета атоде. Или же, допустим, когда мы с существительными используем. В том случае мы существительное выделяем частицей «но» и добавляем АТД. Например, после работы пойду выпить. Шигото но АТД номини икимас. Или же можно использовать как наречие в контексте позже или потом. Например, АТД денвау шимас. Или же, допустим, АТД не увидимся позже, как бы аналог английского see you later. Или же, допустим, АТД яримас. Сделаю это позже. Давайте выясним небольшую разницу между мо и АТД, которое мы сегодня разобрали. Мо, которое на русский язык переводится как «уже», зачастую говорит о том, что момент уже настал или вот-вот настанет. А когда мы говорим АТД, то оно всегда отодвигает действие во времени. Например, мы можем сказать «мо ику», «я уже иду», то есть прямо сейчас. А вот если я скажу «АТД де ику», то будет означать, что я пойду позже, но не сейчас. Итак, немного темы мы сегодня разобрались. Всем хорошего дня!